Игровая индустрия развивается со скоростью света, и сегодняшние проекты требуют все больше. Массовые сражения, десятки врагов, сотни эффектов и активных объектов на сцене. Как удержать это все в стабильных 60 FPS и избежать превращения вашего геймплея в слайд-шоу? Ответ прост – объектный пул. Это решение остается неизменным даже в 2025 году, потому что без него ваша игра будет напоминать интернет начала 2000-х. Медленная, лагающая и со сбоями в самый неподходящий момент. Объектный пул – это тот самый фундамент стабильности, который никогда не устареет и обязательно поможет вам построить успешную и плавно работающую игру. Обязательно досмотрите этот ролик до конца. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, включить колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Приветствую вас, разработчики и любители игр. Вы на канале Dev Kitchen, где создаются не только игры, но и интересные решения для их разработки. А с вами Егор, профессиональный Unity-разработчик. Как обычно, я на кухне, погружен в разработку своей 3D Action RPG и готов делиться с вами крутыми находками и решениями. Погнали! Итак, что же такое объектный пул и почему он так важен? Объектный пул – это специальный паттерн проектирования, который позволяет эффективно управлять большим количеством объектов в игре. Вместо того, чтобы каждый раз создавать объекты с нуля, а потом удалять их безвозвратно, например, врагов, пули, эффекты, пул позволяет формировать набор объектов для переиспользования. А почему это важно? Создание и удаление объектов грузит процессоры память сильнее, чем их переиспользование. Особенно в играх с большим количеством активных объектов. Пул сглаживает влияние работы с ресурсами на систему, позволяя игре работать плавнее и поддерживать стабильный FPS. Кроме того, переиспользование объектов снижает затраты на постоянное выделение и освобождение памяти. Проще говоря, объектный пул работает как система посуды в ресторане. Тарелки там не создаются с нуля и не выбрасываются после использования в мусорку. Их заранее заказывают, хранят, используют по необходимости, а затем моют и убирают обратно на полку. Также и в игре. Вместо постоянного удаления и создания объектов мы их убираем обратно в пул, а потом достаем при необходимости. Объектный пул – это незаменимое решение для игр, где на экране одновременно появляются десятки или сотни объектов, врагов, эффектов или пуль. Это закулисный герой, который оптимизирует работу с ресурсами, пока вы создаете идеальный игровой процесс. Теперь посмотрим, как все это выглядит в проекте. Начнем с главного. В нашей системе мы не будем вручную создавать менеджер. Мы используем Dependency Injection, который автоматически связывает все части системы во время запуска проекта. Это делается через специальный инсталлер. Он прописывает, какой именно фасад и менеджеры будут связаны друг с другом. О внедрении зависимостей я рассказывал в одном из прошлых своих видео. Обязательно посмотрите. Что делает фасад? Он наш проводник во всей системе. Это простой интерфейс, который позволяет разработчику взаимодействовать с пулом без лишних знаний о том, что происходит внутри. Фасад связывает всю систему воедино. Он передает команды менеджерам, которые управляют определенными типами объектов. Вам не нужно думать о том, из какого пула брать объект. Фасад все сделает за вас. Опустимся уровнем ниже. Менеджеры – это отдельные классы, которые управляют группами объектов. Есть базовый абстрактный менеджер, который отвечает за инициализацию и обрабатывает общие моменты управления контроллерами пула, которым он делегирует получение и удаление объектов. Он же отвечает и за очистку пула. В том числе в нем реализован метод очистки неиспользуемых в данный момент объектных пулов. У него есть специфические наследники, каждый из которых заточен под работу с определенными типами объектов. Game Object Pool Manager занимается игровыми объектами, создаваемыми напрямую из префабов. Asset Reference Pool Manager работает с объектами Addressables, загружая их и переиспользуя. Как я уже сказал, менеджеры работают с контроллерами и делегируют им обработку всех запросов. У каждого менеджера свой тип контроллера. Контроллеры – это сердце каждого пула. Они управляют набором объектов на микроуровне. Сохраняют объекты в стеке для быстрого повторного использования. Создают новые, если свободных объектов в пуле нет. Возвращают объекты в пул и деактивируют их. А также строго следят за тем, чтобы в пул не попал лишний объект. А также один объект не добавлялся несколько раз. Game Object Pool Controller просто создает новый экземпляр объекта на основе префаба. А Asset Reference Pool Controller работает с системой Addressables, о которой я, кстати, рассказывал в своем прошлом ролике. Не забудьте посмотреть. Он получает ссылку на префаб, который дальше использует для инстанцирования экземпляров. Каждый объект в пуле снабжается метаинформацией. Она позволяет системе узнать, какой объект откуда был создан и каким пулом управляется. Это позволяет оптимизировать поиск нужного пула при удалении объекта. И вот мы дошли до самого удобного уровня – методов расширений. Это еще одна особенность системы. Благодаря методам расширения вы не видите ни фасада, ни менеджеров, ни контроллеров. Все вызовы происходят напрямую от объектов. На данный момент я пересадил на объектный пул систему импактов. Обязательно посмотрите видео про импакты. Там я подробно рассказал, как организовано взаимодействие с врагами. И систему UI, о которой я расскажу где-нибудь в следующих видео. Подводя итоги, система объектного пула решает сразу несколько задач. Убирает лаги из-за частого создания и уничтожения объектов. Позволяет прогревать сцену.
заранее создавая необходимые объекты, чтобы потом достать их из пула в нужный момент. Делает вход в систему супер простым, используя методы расширения. Подходит как для стандартных кейсов, при которых игровые объекты создаются напрямую из префабов, так и для более сложных сценариев с использованием addressables. И система полностью автономна благодаря Dependency Injection и инсталлеру модуля. А на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. А в комментариях делитесь своим подходом к работе с ресурсами. Всем пока, до новых встреч!